Страна отрубленных рук, людей, ящериц и таинственных чудовищ. Все в одном месте и сразу. Что это? Это Конго. Оно убивает не быстро, не в раз. Оно пьет вашу жизнь по капле, оно высасывает вашу душу листьями деревьев, на которых колонизаторы вешали за непослушание свои жертвы. Оно цепляется за вашу одежду высохшими кистями тысяч отрубленных рук. Оно готово растоптать вас гигантскими чудовищами. Их туши прячутся в джунглях и ждут удачного момента, чтобы ударить и покончить с вами навсегда. И за всем этим с ледяным безразличием наблюдают люди-рептилии. Знайте, вам будет страшно. Страшно интересно. А в конце ролика главная загадка. Почему мир так боится смотреть в глаза этому месту, в котором, возможно, отражается самое темное будущее нашей планеты? Вы уже готовы? Тогда даешь полный панкейк. Холодная кровь племени людей-рептилий Конго начала открываться миру после получения независимости. В страну хлынули миссионеры, ученые, исследователи. Многое из того, с чем они столкнулись на неведомых землях, приводило в состояние шока. Вы наверняка согласитесь со мной, что в этом нет ничего удивительного, ведь страна долгое время будто бы скрывалась от любопытных глаз. И вдруг неизвестные племена, таинственные реки, дремучие леса. Какие-то новые явления ученые попросту не могли объяснить. Одной из таких загадок стало знакомство европейцев с неизвестным ранее племенем пигмеев Монг. Около 40 человек проживали в высокогорном, труднодоступном районе и никогда не видели белых людей. Обнаружила пигмеев научная экспедиция французского исследователя, путешественника-этнографа Сезара Гемона. Врачи, входившие в состав экспедиции, были, мягко говоря, обескуражены свойствами крови туземцев. Никогда бы в это не поверил, но она в самом деле оказалась менее горячей, чем у других людей. Вы представляете? Монго даже стали называть племенем рептилий. Выяснилось, что пигмеи за годы эволюции научились подстраивать температуру своих тел под окружающую среду. Чем холоднее воздух, тем холоднее их тело. Они могли впадать в что-то вроде анабиоза, снижать температуру тела до 24 градусов, замедлять процессы организма и в таком состоянии пережидать неблагоприятные погодные условия. Чудеса, не иначе. Но рептилиями их назвали еще и потому, что племя поклонялось фигурке стоящего на задних лапах ящера. И этот ящер очень смахивал внешним видом на тираннозавра. В интернете мне попадались упоминания и о том, что из спины у Монг росли шипы, которые после специального обряда спиливали шаманы. Однако никакой конкретики при этом не сообщалось. Я предлагаю оставить подобные байки на совести тех, кто их сочиняет, и вернуться к Сезару Гемону. По возвращении во Францию ученый опубликовал отчет об итогах путешествия и стал готовить новую экспедицию в тот же район Конго. Однако судьба распорядилась иначе. Малярия, которую ученый подхватил в экспедиции, оказалась гораздо опаснее, чем он думал. Спустя 6 месяцев путешественник скончался, а в Конго разразилась одна из бесчисленных гражданских войн. В данных условиях, как вы понимаете, ни о каких исследованиях и речи быть не может. Когда боевые действия стихли, выяснилось, что племя людей-рептилий исчезло. Обнаружить его так и не удалось. Считается, что эти 40 человек попали в зону боевых действий и погибли. Но кто знает, вдруг когда-нибудь, когда на многострадальной земле Конго утихнут все войны, удастся вновь обнаружить людей, которые способны снижать температуру своего тела. Знаете ли вы, что для жителей Конго означала фраза «рука за каучук»? Я узнал об этом совсем недавно и вначале не мог поверить, что такое вообще возможно. Однако для тех, кто жил в Конго в конце 19 века, это было суровой обыденностью. Все началось с того, что в 1885-м бельгийский король Леопольд II объявил страну своей частной собственностью. Миру он рассказывал о процветании маленькой Африки, а сам устроил в ней ад. Проклятием Конго стал обычный каучук. Местных жителей заставляли работать как рабов. Сначала 40 часов без оплаты, потом и вовсе за возможность жить, дышать. А за срыв плана, догадываетесь, что их ждало? Расстрел? Нет. Патроны экономили. Вместо пуль топоры. Людям отрубали руки. Отрубленные руки стали своеобразной валютой. Верховный комиссар Шарль Лемер писал: «Хотите каучук? Рубите руки, носы и уши». Жутко? Мне очень. Читая отчеты офицеров, сложно сдержать гнев. Вот запись 1895 года. Солдаты вернулись с 11 головами, сожгли деревню. Каратели убивали ради забавы, а население Конго за 40 лет сократилось на 15%. Голод, убийства и болезни делали свое дело. Полученные от продажи каучука деньги вкладывались в строительство по всей Бельгии железных дорог, парков, новых городских кварталов. Страна богатела и процветала. За чей счет и какой ценой бельгийцев не интересовало. Современники назвали Леопольда II королем-строителем. Леопольд обладал своеобразным чувством юмора. Утверждали, что он высказывался против отрубания рук. «Руки — это единственное ценное, что есть в Конго», — говорил он. «И лучше бы отрубать что-нибудь другое». Казалось бы, как мир мог закрывать на это глаза?
Но Леопольд ложью убеждал общественность, называя зверство защитой от дикарей. Правду раскрыли лишь миссионеры. В 1908 король, испугавшись скандала, подарил Конго парламенту Бельгии. Но настоящая независимость пришла только в 1960-м. Несколько лет назад в Бельгии стали раздаваться требования убрать памятники колонизатору и угнетателю Леопольду. И если поначалу властям удавалось заглушать эти скандалы, то в 2020-м, после американской кампании за права чернокожих, власти сдались и начали демонтаж памятников королю-строителю. Впрочем, пигмеи и рептилии — это лишь одна из тайн Конго. Знаете ли вы, например, что в сердце Конго, по словам местных племен, до сих пор бродят жуткие существа, похожие на динозавров? Лично я представления о них не имел, пока не взялся за подготовку данного видео. Одной из поразивших меня легенд была легенда о таинственном обитателе болотистой местности в Конго. Это легендарный Мокеле Мбембе, то есть тот, кто останавливает реки. Представьте, длинная шея, тело крупнее слона, а рев такой, что буквально кровь стынет в жилах. В журнале Science за 1980-е в статье «Живые динозавры» очевидцы описывали его гладкую кожу и следы лап размером со сковороду. Местным племенам это чудище хорошо знакомо, оно часто упоминается в фольклоре, в преданиях. Чудища, несмотря на свою не самую лучшую репутацию, считаются вегетарианцами. Они якобы питались похожими на орехи плодами прибрежных растений, а селиться предпочитали в глубоких водоемах и подземных пещерах. Еще в 1909-м немецкий охотник Карл Хагенбек в своей автобиографической книге «О зверях и людях» привел рассказы туземцев о полудраконе-полуслоне. Хагенбек поделился своими наблюдениями со своим другом-путешественником Джозефом Менгесом. Тот заявил, что он лично полагает, что это какой-то вид динозавра, похожий на бронтозавра. Немецкий авантюрист, кинорежиссер и охотник на крупную дичь Ганс Шомбург рассказывал, что местные жители обвиняют Мокеле Мбембе в убийстве всех бегемотов в месте под названием озеро Бангвеулу. Немецкий капитан Людвиг Лаусниц писал о чудище так. Считается, что каноэ, приближающиеся к нему, обречены на гибель. Животное сразу же нападает на суда и убивает экипажи, но не съедает тело. Существо живет в пещерах, днем взбирается на берега в поисках пищи. На реке Сомбо мне показали тропинку, которую, как говорят, проложило это животное, чтобы добывать себе пищу. Тропинка была свежей, но поскольку там было слишком много следов слонов, гиппопотамов и других крупных млекопитающих, невозможно было с уверенностью выделить какой-то конкретный след. Слухи о невероятном звере будоражили умы ученых. Исследования финансировались даже такими уважаемыми институтами, как Смитсоновский институт. Знаменитый криптозоолог Айвен Сандерсон в 1932 натыкался в этом районе на большие следы. Он также заметил, как что-то очень большое исчезло в воде. Вскоре разнеслись слухи с озера Теле, что туземцы действительно убили одно из этих существ. По легенде, 2 мертвых животных туземцы приволокли в деревню, приготовили и съели как часть. И лучше бы они так не делали. Все, кто отведал мясо этого неведомого зверя, сильно заболели и вскоре умерли. С течением времени слухи о таинственном динозавре не иссякали. В 1980-х экспедиция Роя Маккала наткнулась в джунглях на сломанные ветви и следы, будто что-то массивное пробиралось сквозь чащу. Позже удалось записать чье-то пугающее рычание на пленку. Впрочем, никаких иных доказательств экспедиции так и не привезли. Мне вот очень интересно, а что же в действительности видели те люди? Неужели это в самом деле громадные звероящеры из неведомого мира Конан Дойла? Как вы считаете? Но это не единственная нераскрытая тайна Конго. Слышали ли вы об Эмиле Нтуке? Убийца слонов? Нет? Местные племена описывают его как бронированного зверя с рогом, способного победить слона. Он чем-то смахивает на танк, но кроме рога обладает еще мощным хвостом, похожим на булаву. Им он способен наносить врагам серьезные увечья. Не хотел бы я с таким повстречаться во время прогулки по лесу. Да и вы, наверное, тоже. Так ведь? Как и Мокеле Мбембе, эта бронированная туша обитает якобы в воде. По легендам, Эмил Нтуке — вегетарианец. Но вот характер у него еще тот. Стоит ему почуять опасность, как окрестности оглашаются диким ревом. Попробуй приблизиться к этой машине для убийства, даже если ты носорог, буйвол или слон. Некий Джозеф Хьюз в 1933 в своей книге «18 лет на озере Бангвеулу» писал об одном из Эмила Нтуке, убитом туземцами. Ему вторили другие путешественники. Спустя 20 лет в журнале «Мамалия» появилась статья бывшего инспектора охотничьих хозяйств Люсьена Бланку. В ней он указывал: известно о присутствии зверя, который иногда потрошит слонов, но, похоже, сейчас он там не распространен. Предполагалось, что один экземпляр был убит 20 лет назад в Донгу, но на самом деле он находится слева от реки Убанги и в бельгийском Конго.
В 1980-х годах доктор Рой Маккал отправился в Конго искать наделавшего много шума Мокеле Мбембе. И в книге «Живой динозавр» он делится историями об Эмила Нтука. Сам Маккал был уверен, что это существо не что иное, как чудом сохранившийся реликтовый центрозавр, у которого был большой рог. Другие полагали, что эта тварь вовсе никакой не динозавр, а скорее похожа на новый вид полуводного носорога. Впрочем, проверить подобные догадки достаточно сложно даже в наше время. Местность, откуда проистекают слухи, невероятно изолирована, попасть туда нелегко, а уж про систематические научные исследования и говорить не приходится. Не знаю, как вас, но меня, к примеру, этот факт весьма расстраивает. Приходится пока остановиться на том, что, видимо, Эмел Нтука внешне напоминает прочих существ, которых принимают за динозавров. Взять хотя бы сильного небольшого хищника в доспехах из костяных пластин, он, как гласят легенды, живет в джунглях Кении и называется Мухуру. Их называют джба-фофи, и они огромные пауки с размахом лап от 4 до 6 футов и размером с собаку. Я не принадлежу к числу арахнофобов, но даже я почувствовал себя неуютно, представив это существо выползающим из-под дерева. В 1938-м супруги Ллойд едва избежали встречи с одним из них. Непонятное нечто они сперва приняли за обезьяну. Каково же было их удивление, когда перед грузовиком промчался паук с ногами в 5 футов. Маргарита Ллойд, говорят, потребовала немедленно вернуться домой. И ее страх я вполне понимаю. Ученые, впрочем, восприняли их рассказы довольно скептически, однако туземные племена описывают яйца, окраску, даже охотничьи повадки этих чудовищ. Как вы думаете, на что способен такой монстр? Местные утверждают, что они охотятся на птиц, мелких антилоп и даже обезьян, используя паутину-ловушку между деревьями. А их яд, если верить рассказам, настолько силен, что убивает человека за минуты. И вот как относиться к подобным историям? Приводят и еще более ужасающие случаи. Как вам рассказ про миссионера Артура Саймса и его носильщиков? По дошедшим до нас сведениям, они запутались в непробиваемой паутине у озера Ньяса. Вскоре 2 гигантских паука набросились на людей, и те погибли от укусов. Несчастные даже не успели выхватить револьверы. Интригуют и рассказы натуралиста Уильяма Гиббонса. Основываясь на словах туземцев, он утверждал, что пауки откладывают яйца размером с арахис целыми гроздями. Недавно вылупившиеся паучки имеют ярко-желтый цвет с фиолетовым брюшком. Взрослея, они становятся темно-коричневыми. Местные племена описывают их вполне серьезно, как часть экосистемы, без мистики. Представьте себе, но Гиббонсу удалось обнаружить свидетельство активности гигантских пауков в джунглях Африки совсем недавно. По его словам, всего-то 25 лет назад он услышал от вождя племени Бака, что Джба-Фофи устроил гнездо недалеко от деревни. К сожалению, ученый признает, что слухов о пауках становится все меньше. Из этого он делает вывод, что насекомые, если они и существуют, постепенно вымирают или мигрируют туда, где нет людей. Кстати, вот парадокс. Несмотря на все собранные тем же Гиббонсом сведения, наука не признает существование Джба-Фофи. Но почему же? А дело вот в чем. Оказывается, все упирается в физиологию. Во-первых, это дыхание. Пауки дышат через книжные легкие или трахеи, а они неэффективны для крупных существ. Во времена динозавров кислорода было больше, но даже тогда гигантов размером с собаку не находили. Сегодня самый большой паук — птицеед Голиаф, размером 11 дюймов и весом 6 унций. Приличных размеров достигает и гигантский паук-охотник с размахом ног 12 дюймов. Это, конечно, прилично, но уж никак не подпадает под рассказы о Джба-Фофи. Сравните сами: 5 футов и 12 дюймов. Да это Гулливер и лилипуты. Согласны? Во-вторых, экзоскелет. Его вес растет быстрее, чем сила мышц. Представьте краба-паука с ногами в 12 футов, но он живет в воде, и она поддерживает его вес. А наземный кокосовый краб в 3 фута при своем весе в 9 фунтов едва ползает. Как же тогда 6-футовый паук может гоняться за добычей? Скажите честно, вы тоже сомневаетесь? Я — да. Но джунгли Конго почти не изучены. Гориллы и окапи когда-то считались мифами. Кто знает, а вдруг Джба-Фофи следующий в этом списке? Или же все-таки размеры пауков преувеличены, а истории рождены страхом перед неведомым? Мне думается, необходимо сохранять здоровый скепсис, но при этом полностью не отталкивать свидетельства. Вы же помните слоган «Истина где-то рядом». Согласитесь, если такие существа реальны, их среда — это непролазные чащи, где даже фотоаппарат достать сложно. А пока. Может, в следующий поход стоит взять побольше репеллента. Напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли науке активнее искать Джба-Фофи. Или это пустая трата ресурсов. Лично я, гуляя по лесу, теперь внимательнее буду смотреть под ноги. Вдруг кусты странно зашевелятся?
Но довольно о мифических монстрах. В Конго достаточно того, что может убить человека, даже не осознавая этого. Я говорю сейчас о вулкане. Знаете ли вы, что у подножия самого активного вулкана Африки скрывается опасность, способная по разрушительной силе превзойти даже его извержение? Недавно я прочитал о вулкане Нирагонга и узнал, что рядом с ним находится озеро Киву, настоящая пороховая бочка нашей планеты. И я не мог удержаться от того, чтобы не поделиться этим с вами. Представьте, на дне этого озера спрятано 72 кубических мили углекислого газа и 37 кубических миль метана. Чтобы вы лучше поняли масштаб, это в 120 тысяч раз больше, чем объем Олимпийского бассейна. Если эта гремучая смесь вырвется на поверхность, последствия будут чудовищны. В мае 2021-го извержение Нирагонга унесло жизни десятков людей, разрушило деревни и вынудило эвакуировать 450 тысяч человек. Но, друзья, это лишь часть истории. Казалось бы, власти справились с проблемой, однако самая большая угроза, озеро Киву, осталась. Ученые называют это лимнологической катастрофой, и, честно говоря, выброс такого объема газа перечеркнет все усилия человечества против глобального потепления. Ученые так и не пришли к единому мнению, как безопасно удалить газы, ведь подобных озер на Земле всего 4. Исследователям просто не хватает данных. Но есть и надежда. Канадский инженер Филипп Моркель уверен, если за 50 лет откачать 90% метана, риск катастрофы снизится на 90%. Правда, это всего лишь теория. А пока ученые еженедельно проверяют озеро. К сожалению, с 1975-го запасы газов выросли на 15%. Времени на раздумье остается все меньше. Как вы думаете, способно ли человечество обуздать эту тикающую газовую бомбу? Или мы снова окажемся бессильны перед природой? Свои ответы непременно пишите в комментариях. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравился мой рассказ об одной из стран Черного континента. И вы узнали то, о чем раньше не имели ни малейшего представления. Кстати, напишите в комментариях, что больше навело на вас жути. Рассказ о людской алчности и отрубленных руках, таинственные легендарные потомки динозавров или загадка людей-рептилий. А может быть, все-таки озеро, готовое извергнуть в атмосферу Земли тонны углекислого газа? Если этот ролик заставил вас задуматься, поставьте лайк. Если испугал, поделитесь им. Некоторые тайны слишком опасны, чтобы хранить их в одиночку. А я в заключение данного видео лишь еще раз повторю фразу, ставшую однажды знаменитой. «Истина где-то рядом». Помните об этом?